Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Артем Дмитрук, народный депутат Украины, на связи. Артем, приветствую вас. Всем доброго времени суток. Артем, даже, знаете, как-то непонятно, с чего начать. Понятно, что мы с вами обсудим Гаагу, обсудим рукоплескание, обсудим милого Зеленского для Трампа, который был настолько мил, что даже более быть милым у него бы не получилось. Но это немножко позже. И оттолкнемся от этого и пойдем в перспективы российско-украинского противостояния. И, собственно, какие итоги можно подвести после этого в контексте следующих шагов по Стамбулу, по урегулированию, есть ли перспектива или нет. Но начнем, пожалуй, с вас лично. Уже несколько дней, прям с воскресенья, вы под санкциями. Можем ли мы характеризовать эти санкции на вас как санкции бессилия? Ведь вас запрашивают на экстрадицию, за вами велась охота, вы под уголовными делами, вы, противник и, давайте так уже откровенно говорить, вы прям враг народа для Зеленского. Для народа Зеленского, для лично него и его ближайшего окружения, да, для этого народа, да, для офисного народа, да, вы, Константин Петрович, Арестович и другие лидеры мнений, просто интеллигентные, порядочные люди, священнослужители, да, это враги этого маленького народа. Правда, не народа Украины, а этого, который находится в офисе. Что же касается лично меня, Зеленский пытался меня несколько раз убить. Зеленский пытал меня в подвалах СБУ. Зеленский пытался похитить мою семью. Зеленский лично звонил в Лондон, пытался меня экстрадировать без всяких юридических на то оснований. И занимается этим сейчас. У меня очень сложные юридические судебные процессы сейчас в Великобритании, в Лондоне. На меня заводятся все новые уголовные дела в Украине. Я провожу постоянно. Мои адвокаты участвуют, мне кажется, где-то раз в 2 недели в судебных заседаниях в Украине. Поэтому процессы продолжаются, и все это продолжается тем, что Зеленский ввел на меня персональные санкции, собственно, как и на вас, и на других наших друзей, коллег. Считаю это признанием, считаю, если режим уже идет на такие вещи. Конечно, вы правильно ответили и правильно сказали о том, что в определенной части это от бессилия, да, безусловно. То есть, понимаете, нету инструментов, нету возможностей. Грубо говоря, тех, кого они схватили, Александра Дубинского, например, владыку Арсения нашего дорогого, Евгения Шевченко, тех, кого они смогли схватить и посадить в тюрьмы, и издеваться над людьми. Там они имеют возможности издеваться над людьми, проводить всякие мероприятия нехорошие. А к нам они дотянуться, слава богу, сейчас не могут, не смогли, поэтому реализовывают всякие такие, откровенно говоря, такие уже бесполезные методы, потому что, лично меня это только укрепляет и утверждает в моей деятельности, в моей идее, которой я занимаюсь. И все. Вам ответ, да. Я почему с этого начал? Потому что перед Гаагой, перед этими мощными часами, днями, можно сказать и днями, было интервью Ермака, который говорил о том, что Зеленский обязательно должен идти на 2-й срок, и он самый демократичный президент. И в кулуарах выступлений, в кулуарах встреч, там, собственно, в рамках саммита НАТО, мы же видели, как собрали массовку женщины по большей части, за ограждениями провожали, устраивали коридор славы Зеленскому. Они
аплодировали, кричали «Слава Украине, героям слава!», они говорили «Наикращий президент!», они говорили, что, мол, «Спасибо вам!». То есть они, это же тоже Европа. И понятно, что их там как-то пропустили туда, зная, что Зеленский будет проходить, подниматься по ступенькам. И они кричали «Дякую, дякую!», а потом пели гимн. То есть, смотрите, картинка, ну, необыкновенная. И она настолько оторвана от жизни на земле в Украине, она настолько оторвана от политики по отношению к своим гражданам, вообще, в принципе, офиса, Зеленского лично, что кажется, даже вот на минуту, вот если просто абстрагироваться, кажется, что ты чего-то не понимаешь или как-то так вот, ну, относишься по-другому. То есть картинка впечатляет, уровня поддержки, картинка уровня Зеленского. То есть я вот хочу к этому перейти. Вот все-таки Гаага получилась успешным кейсом для офиса президента и Зеленского лично. Да, картинка, вы правильно говорите, оторвана от реальности. Это не что-то с вами или вам не так кажется происходящее событие, или вы не так анализируете происходящее событие. Это испокон веков, из политического сезона в политический сезон, от режима к режиму, от власти к власти. Специально созданная программа, которую хорошо перенимают, конечно же, такие эксперты в медиаполе, в строительстве именно медийного продукта, такие как Зеленский. Ну, вы знаете, я вот взял компьютер, и у себя в Телеграм-канале у меня последняя публикация, последний пост как раз с тем событием, о котором вы сказали. Это Зеленский, который выходит, значит, откуда-то и заходит, скажем так, там, где стоят люди. И я написал здесь вполне конкретно и точно описал события. Третий рейх, Гитлер. На митингах Гитлера всегда были предварительно обученная группа людей из Гитлер-Гента, СС, партийных активистов. Они давали сигнал толпе, начинали «Хайл», возбуждали массовую истерию. Зеленский сегодня – это гибрид постмодернистского Гитлера, Пол Пота и шоумена, которому дали кровь, власть и абсолютную безнаказанность. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, хорошо спланированная, заранее подготовленная массовка. Это делалось всегда, это не ново. Вот, этим пользуются абсолютно все такие... Ну, вы видите, мне не поворачивается язык назвать Зеленского лидером, ну, в скобочках, скажем так, которым необходима такая история. Ну, хорошо, что не кричали еще «Хай Гитлер». Вот. Хотя в Киеве это уже практикуется, и есть большое количество таких гражданских объединений, воинственных гражданских объединений, которые эту идею преследуют. Вот. Поэтому, ну, это история, которая сегодня необходима Зеленскому. Вот. Реальность же совершенно другая. Мы с вами о ней знаем, мы полностью понимаем о происходящих событиях в Украине. Вот. И поэтому хорошо спланированная подготовка граждан к встрече террориста. Вот и все, ни больше, ни меньше. Картинка для, ну, как бы представить вот средством массовой информации какую-то картинку. Картинку показать, что есть какая-то мнимая поддержка у режима, который каждый день просыпается, засыпается на грани происходящих событий, на грани своего режима. Вот и все. Я бы хотел, чтобы мы немного суммировали все произошедшее, и вот вы оценили, прокомментировали встречу с Трампом. Сейчас уже пишет Financial Times о том, что, смотрите, у Трампа резкая риторика в отношении Путина, но Зеленскому он, в общем-то, смилостивился, к Зеленскому он испытывает некую симпатию. Хорошо, а что это дает? То есть Зеленский там показывал фотографии с российскими переданными телами в рамках обмена. Мы знаем цифру, то есть 6050 тел. Ну, это так, я округляю. 20 среди которых оказались вроде как не украинцы.
берут эти 20 тел и распечатывают как бы фотографии и несут Трампу. В прошлый раз в овальном кабинете показывали, пытались, по-моему, пленных показать, да? Мол, в каких нечеловеческих условиях. Ну, там была другая атмосфера, и поэтому Трамп не посмотрел. Венса рядом в этот раз не было, поэтому мы имеем то, что имеем. Да? Вот эти все распечатки, вот эта вот беседа, очень хорошая встреча. Хорошо, а как это повлияет на мирный трек? Как это повлияет непосредственно на ход дальнейших боевых действий, если мирный трек отдалила Гаага? Начну с последнего. Безусловно, не Гаага, там, ну, в общем-то, да, события, которые происходили там, а в какой-то степени нам ситуативно в моменте происходящих событий может казаться, что это отделило, правильно вы говорите, мирный трек, потому что мирный трек нужно искать не на Западе, а в другом немножко направлении. Вот, конечно же, здесь, если посмотреть на происходящее событие, нам кажется, что Трамп очень умело оседлал, скажем так, этот процесс войны. То есть можно даже сказать, что он умело принял эстафету. Вот. То есть изначально, когда мы ждали, как украинцы ждали Трампа как инструмента, который сможет принять предельное необходимое для нас решение для того, чтобы завершить наш конфликт, нашу войну, наше уничтожение нашей страны, привести это все в формат более-менее цивилизованный, легализация власти, там выборы и. Огромное количество планов было представлено команде Трампа, лично Трампу, определенные процессы были ним приняты, зафиксированы, и, конечно же, мы все на это надеялись. Сегодня мы можем сказать, исходя из анализа происходящих событий, что Трамп как бы оседлал процесс войны. Но на самом деле для нас это ничего не меняет, и мы продолжаем, люди, которые хотят мира, продолжают биться за то, чтобы все-таки Трамп еще стал той помощью, той инструментом, которая может привести к миру. И это на самом деле еще все в силе. Да, это не реализовалось так, как нам бы хотелось и как могло бы реализоваться. Ну вот, поскольку есть очень сильное лобби в Соединенных Штатах, которое постоянно, скажем так, крутит Трампа и говорит о том, что кейс Зеленского, коллективного Зеленского, можно использовать в свою пользу. Вот, с помощью там, давления на Путина различными способами. То, о чем мы с вами уже не раз говорили, и сейчас, кстати, это видно, это показывает, что Трамп говорит, а я, может, дам оружие, а я, может, не дам оружие, а я говорил о войне или я не говорил о войне, и я еще не знаю, какую сторону я приму, а санкции буду вводить или санкции не буду вводить. То есть ему сказали, и он почему-то в это поверил, что можно манипулировать Россией, можно манипулировать Путиным для достижения цели. Но это абсолютно такая выдуманная фейковая история, которая точно не приведет к улучшению позиций Соединенных Штатов перед Российской Федерацией. В частности, Трампа по отношению сегодня к Путину. Дальше, Александр. Для меня на сегодняшний день один из самых болезненных вопросов, самых трагических вопросов, это вопрос наших военных, тел наших военных. Я знаю на самом деле, как происходят там события. Я знаю, какое количество передали, я знаю, кого передали. Вот. Я знаю о том, что нету никаких русских тел, русских солдат там. Хотя на 6000 тел, конечно, могут быть единичные какие-то случаи, потому что это невероятно сложный процесс. Но я вам говорю с полной уверенностью о том, что 6000 с небольшим тел наших солдат были переданы украинской стороне. Слава богу, были переданы, потому что Зеленский дал личный приказ их не забирать. Были переданы только под давлением международных партнеров, так скажем, когда уже тела стояли на границах, давлениях на Зеленского, потому что была уже безвыходная ситуация. И они их забрали, эти 6000 тел. И на сегодняшний день, что мы видим с вами дальше? Для меня, для вас, ну, как бы мы говорим о телах, да? Но для 6000 семей это их родные, их дети. Понимаете?
Для мамы это сын, которого она родила, воспитывала, кормила, любила. Есть матери, которые остались одни. У них был единственный сын, их сыночек любимый, понимаете? Что происходит дальше? Зеленский мало того, что не забирает их, а после того, как забирает, привозит их в здание, одевает, наряжает клоунов в костюмы, приходят журналисты, и они копаются в чьих-то детях, в чьих-то судьбах, понимаете? И это даже не политика, это даже не политическая грязь, это даже не технологии, это даже не технология войны, это чистая бесовщина по отношению к нашим воинам. Понимаете? Почитание героев, почитание воинов было всегда, вне зависимости от того, кто был правителем, в какой век, в какой период и так далее. Это самое главное, что должен сделать на данном историческом этапе какой там не был руководитель. Это почитание героев, которые положили жизни за страну, за государство, за лидера, неважно, за объединение, за общность и так далее. И это самый больной вопрос. И на сегодняшний день десятки тысяч семей, кто-то живет в Украине, кто-то живет уже за границей, они находятся в полном неведении происходящих событий. Что с их родными, что с их сыновьями, что с их отцами и так далее и тому подобное. И зеленая гнида, простите за выражение, продолжает на этом манипулировать и продолжает на этом играть. И он же, вот, продолжаем, приехал с листочками, с фотографиями и показывает это Трампу. Ну, понимаете, это такая низость, такой позор. Какая цель была твоя туда поехать? Какая цель? Чего ты хотел? Миссия твоя какая поехать туда? На коленках показать какие-то фотографии своему шефу. Да гадость, еще и какие. Не хочу даже обсуждать это. Гадость просто, понимаете? Абсолютно отвратительная, мерзкая ситуация. Вот. Поэтому ужас происходящих событий с телами, знаете, хочется просто, чтобы какое-то из событий, вот когда мы с вами говорим о похищении людей, там, о пытках, там, понятно, кому интересны там пытки народного депутата там, или политических каких-то деятелей, или журналистов, там, или московских попов, там, пытки в подвалах, это может быть неинтересно большому количеству людей. Но глумление над героями, оно же должно уже вызвать какую-то реакцию общества. Ну, семьи десятков тысяч, как они называют, пропавших без вести, потому что для них это сегодня так удобно, должны наконец-то понять, что происходит сегодня в Украине. Ну, это больше всего, конечно, меня болит и возмущает этот вопрос. Почему? А почему тогда, получается, украинцы против, вот, в том числе и вашей риторики? Смотрите, аплодисменты наикращему президенту, уровень поддержки рисует, социология большой. То есть, мы видим, ничего не меняется. Непробиваемые украинцы, получается. Значит, такая судьба у страны. Нет, я с этим не согласен с вами. Не то чтобы непробиваемые. И процесс, я бы сказал бы так, на данном этапе гражданского противостояния, он нарастает, и он неизбежен. Мне бы этого не хотелось. Поэтому я всячески пытаюсь процесс урегулировать, внести свою лепту в урегулирование процесса именно дипломатическим, мирным путем. Но гражданское противостояние в Украине, оно неизбежно. И оно нарастает. И этому есть конкретные свидетельства. Это и противостояние людей, когда они защищают людей, которые пытаются похитить ТЦК. Это и противостояние наших верующих православных. Об этом отдельно я сейчас хотел бы сказать. Вот. И, конечно же, общее недовольство, общая социальная ситуация. Что же касается социологии? Александр, какая социология? Во-первых, ее в Украине не проводят. Это все миф.
Я провожу сейчас социологию в Украине определенную, скажем так, под покрывалом, под покровом, очень тихо, очень скромно, вот, провожу, и, может быть, позже поделюсь с вами, со всеми нашими подписчиками, зрителями информацией реальной социологии. Вот. Социология в Украине не проводится, социология в Украине рисуется и показывается необходимые цифры для общественности. А если бы даже, это я вам говорю с конкретного своего опыта, когда сегодня ты подходишь к людям в Киеве, в Одессе, неважно, в любом другом регионе, с вопросами, которые касаются войны, которые касаются террориста Зеленского, которые касаются окончания войны, которые касаются территориальных вопросов. Вот люди сегодня на улицах не отвечают на эти вопросы. Они либо отвечают примерно, так скажем, ориентируясь, как бы это было в плоскости режима, общей идеологии режима, чтобы на всякий случай не попасть под удар, да, или же просто не отвечают никак. Сегодня, когда ты к людям подходишь и говоришь, мы проводим социологическое исследование, там, что на украинской мове говоришь, люди просто начинают метушиться, дрожать, переживать, оглядываются по сторонам, нет ли слева, справа, сзади сотрудника СБУ, сотрудника ТЦК, который сразу за неправильный ответ хлопнет тебя и заведет в подвал, или пойдет сразу к тебе домой, к твоей семье, заберет твоего мужа, брата или сына. Понимаете? Поэтому, во-первых, хочу по социологии закончить. Не проводится никакой социологии, полная ерунда. А если даже они бы попробовали это сделать, то это на сегодняшний день в Украине невозможно. Социально-психологическое состояние граждан в Украине сегодня не позволяет никаким образом провести реальную социологию. Ту социологию, которую провожу, допустим, я сейчас в Украине, мы ее проводим с большими сложностями. Мы людей подходим, не прямой вопрос задаем, а начинаем говорить, что все нормально, все спокойно, не переживайте, эта информация никуда не пойдет, ответьте, как вы считаете нужным, то есть без всякого давления и объяснения, понимаете? И то очень сложно у людей получать на самом деле их мнение. Вот. Но предварительно я могу вам сказать, и вы это прекрасно знаете, что сегодня более 50% людей выступают за мир, понимаете? И Ну, опять-таки, против какой мир? режима и так далее. Ну, какой может быть мир? Вот смотрите, вы подвергаетесь достаточно серьезной критике за то, что выступаете за будущий союз России, Белоруссии, Украины. Но тут возникает вопрос, какой Украины? Да? И о каком союзе может идти речь, когда идет война? Нет, конечно, сегодня Сырский вышел и сказал, что смотрите, все стабилизировано, захлебывается наступление на Сумском направлении, все видите, как хорошо, мощно, потужно, то есть, ну, в общем, вообще, то есть ничего не получается, мы вот все остановили. И, наверное, ну, стойте, то есть если нормальная логика здорового человека, если у тебя идет там остановлено наступление, как сегодня Сырский заявил, да, ну тогда нужно, значит, думать о следующих каких-то шагах. Ну, например, там, переговорах, каких-то моментах, контактах, да, чтобы это все останавливать. Но у нас получается как-то наоборот, от противного. Вот в чем загадка. Ну, загадка почему. То есть это как вот, ну, понятное дело, там, как вот в каких-то азартных играх. Ну, то есть надо остановиться, то есть зафиксировать там убытки, зафиксировать какие-то моменты и дальше уже там строить, ну, вовремя выйти из-за стола. Зеленский не выходит из-за стола, мы видим, что это надежда на следующее, там, на 8 миллионов дронов, на большую поддержку, на заводы в Британии, заводы в Европе, заводы в Украине. То есть мы понимаем, что идет только раскачка и накачка этого процесса. Но вы, предлагая вот этот союз, ну, все как бы ошарашиваете, огорошиваете. Зачем вы это делаете? И вот действительно ли есть в этом перспектива? Ну, давайте первое. Я не занимаюсь политикой. В этом вопросе я занимаюсь государственной деятельностью. И если кому-то кажется, что мои высказывания, моя деятельность, моя работа сегодня, она не ложится в ту общепринятую для нас и ранее сформированную политическую повестку, да, это так и есть.
Потому что здесь я не ищу, кому бы понравиться. Здесь я не ищу, как бы мне сказать, какое-то такое мягкое решение, какое-то мягкое заявление, которое могло бы ложиться в какую-то общую конъюнктуру. Вот это и не так, и не сяк, а граница, не границы, а война, не война, а враг, не враг, а прилет, не прилет, а ракета их, а ракета них. Нет, Александр, простите, я не ищу здесь этого. Я пытаюсь принимать предельные решения и ищу способы. Поэтому я сегодня нахожу возможности выступать в Британии, в США, понятно, по телефону, по видеосвязи и так далее и тому подобное. В Минске, в Москве. То самое важное, потому что я убежден в том, что уже давно наш, так скажем так, поезд ушел, и мы его догоняем. Нужно было бы этим заниматься. Вот. Сегодня я ищу коммуникации в Москве, ищу коммуникации в Минске. Я вам больше скажу. Если у меня была бы техническая возможность, и я не находился под арестом, то я был бы под кабинетом у Путина для того, чтобы искать коммуникации, искать возможности, потому что я знаю, о чем говорят в администрации США, я знаю, о чем говорили, говорят и что планируют в Кремле, и какое отношение в Кремле на самом деле к Украине, какие планы у России по отношению к Украине. Не те, о которых мы слышим с вами на марафоне, а реальные планы. Я знаю, о чем говорил Путин с Зеленским на их первой встрече. Понимаете? Я знаю, как обманула Украина и конкретно Зеленский Путина во многих договоренностях. Поэтому моя цель – это мир. Моя цель – это созидание, не политическое. Поймите меня, пожалуйста, я не ищу здесь способа кому-то понравиться. Я ищу возможность достижения мира. Сегодня место людей, которые занимаются войной, которые занимаются эскалацией, которые занимаются уничтожением нашей страны, оно занято. Оно не наше, не мое, не ваше, Александр. Ни Арестовича, ни Константина Бондаренко, ни других ваших спикеров. Оно не наше, поймите это, пожалуйста. Даже не Анатолия Шария, он у вас не выступает на канале, но я все же говорю. Понимаете? Поэтому наша общая миссия и задача – это навести коммуникации, искать коммуникации. И именно тогда, когда эту ситуацию другая группа войны эскалацию проводит, мы должны искать коммуникации. Именно этим я занимаюсь. И реальный мир, реальные возможности, реальное достижение, еще раз повторюсь и говорю об этом всегда, реальные гарантии безопасности возможны в Украине только при рукопожатии президента Украины, президента России, президента Беларуси. Понимаете, это реально. И поэтому я сегодня этим занимаюсь. Это не политика, мне плевать на это. Абсолютно плевать. Нет, Я ищу смотрите. способы. Послушайте, я прошу, для меня это больная тема, вы спросили, я скажу. Для меня это важно, для меня это задача, чтобы мы сегодня теряем нашу страну. Мы каждый день теряем воинов, теряем мирное население. Кто-то погибает в Украине, кто-то уезжает за границу. Я хочу жить в Украине. Я не хочу жить где-то на Западе, я не хочу жить в Британии, не хочу жить в России, в Москве, в Минске, в других городах. Я хочу жить в Киеве, хочу жить в Одессе, понимаете? В Украине. И на сегодняшний день это вполне реально. Поэтому мы этим занимаемся. Кто-то занимается войной, а кто-то должен заниматься миром. Именно поэтому я занимаюсь миром. Вы в том числе этим тоже занимаетесь, когда сегодня снимаете со мной интервью. Но по сути, вы, получается, предлагаете сдаться. Нет, конечно же, никто не предлагает сдаться. Я предлагаю общаться. Потому что на сегодняшний день я предлагаю общаться, и при этом после общения, после наведения коммуникации, после предоставления реальной информации достигать мира с Минском и с Москвой. Потому что на сегодняшний день нету коммуникации. Поймите, Путин, сегодня будем говорить уже реально, не абстрактно, Путин, он не будет говорить с Зеленским, с Порошенко, с другими фриками в Украине. Не будет. Это точка. Поэтому нужна реальная прямая коммуникация. Никакой сдачи. Вот, услышьте меня, пожалуйста, России никакая сдача не нужна. И в нашем вопросе сдачи быть не может. Здесь не может быть победы, как и поражения. Здесь Киев, Москва, Минск проиграли.
Проиграли в 2014 году, проиграли 24 февраля 2022 года, проиграли. И все это понимают прекрасно. Поэтому победы здесь или поражения быть не может. Здесь может быть остановка войны и восстановление отношений. Вот эта вся история, сдача там и все остальное нет. В реальных планах России никогда не было. И сейчас нету, и не будет. Вот эта история о захвате всей страны, вот там уничтожении всей Украины. Это России нужна успешная Украина. И это будет неизбежно. Просто какой ценой? Это да. Забудьте слово «сдачи». Тут нету этого понятия. Просто в контексте взаимоотношений России и Украины нету вопроса сдачи. Конечно, есть военные, так скажем, лобби в Украине, в России, которые об этом говорят. В России есть люди, которые говорят, мы дойдем до Львова, там мы захватим всю Украину. Такие люди есть везде. Военизированно настроенные, которые там говорят, уничтожить всех хохлов там и так далее. Конечно, есть. Но мы не от этого должны отталкиваться, а от реальных событий, которые происходят в Кремле, которые декларируют лидеры. Понимаете, я о них знаю. Именно поэтому я продвигаю идею. Идею, в которую верю, идею, за которую молюсь. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Прошу вас, никакой сдачи здесь нету. Поэтому пока... знаете, закончу этот вопрос. Есть место для тех, кто эскалацию проводит для партии войны, а есть место для партии мира. Это не о политике, а о партийности, а о государственных позициях. Вот и все. Вот и все. И, конечно, знаете, у меня в Телеграме есть ссылка постоянно, она держится, она называется «Я гражданин Киевской Руси». Или можно сказать, я гражданин Киевской Руси, современной Киевской Руси. Можно по-разному это интерпретировать. И в этом вопросе Киев – мать городов русских. Нету ни границ, ни противостояния, ни другого. Конечно, мы можем с вами говорить о многом. Россия напала, то туда стрельнула, в Днепр полетела, трагедия, дети. Можем бесконечно об этом говорить, бесконечно. Но это не о мире. Мы можем 100-500 совершить терактов на территории Российской Федерации. Мы ракеты можем запустить в Москву, в Кремль, да куда угодно. Но к чему это приведет? Мы с вами должны четко определиться и понять, когда говорим, что Дмитрук предатель, потому что он говорит в Москве или Минске. Назовите мне реальную формулу мира. Реальную. Не какие-то вымыслы, мы там США объединимся, мы там будем равными партнерами, сейчас мы эти кучу дронов сделаем. Нет, это все не надо. Все читали, не надо. Подождите, все читали формулу мира Зеленского, значит, потужно бьем, Запад помогает, Россия распадается, меняется режим, признается, что была неправа, платит репарации, и, в общем, все, мы вступаем в ЕС и НАТО. Это вот Зеленский, вы же знаете его формулу мира. Да, я сейчас открою в вашем эфире эксклюзивно. Эксклюзив можно? Я работаю сейчас над началом написания своей первой книги, которая, собственно, предварительно так и будет называться «Я гражданин Киевской Руси», или «Я гражданин современной Киевской Руси». И сегодня в вашем эфире я зачитаю один из примерно 50 вариантов, собственно, этой идеи. Собственно, это идея, о которой я вам говорю. С вашего позволения, 30 секунд, я думаю. Я гражданин Киевской Руси. Еще раз повторюсь, это одна из интерпретаций идеи, о которой я говорю. Я гражданин Киевской Руси. Это утверждение духовной, исторической и цивилизационной принадлежности к единому народу, рожденному в святом крещении Руси, в единой вере, культуре и памяти, охватывающей Киев, Москву и Минск, как равные и родные страны единой православной цивилизации. Это не политический лозунг и не возврат к прошлому. Это осознание подлинной сущности народа, растоптанной
границами, идеологиями и ложью современности и недалекого прошлого. Я наследник князя Владимира. Я отказываюсь признавать врагами тех, кто мне братья по крови и вере. Эта идея не о прошлом, а о будущем, где разорванное станет целым, где народ обретет себя, где имя Русь не будет стерто, а будет сказано с честью и верой. Это одно из интерпретаций моей идеи. Поэтому, подводя этот итог, я не собираюсь кому-то нравиться, не собираюсь кому-то говорить. Я спасаю свою страну, спасаю свое будущее, своей семьи, своего народа. Вот чем я занимаюсь. А все остальное это не мое, это совершенно других людей, и ко мне не имеет никакого отношения к нашей будущей православной цивилизации, которая наступит неизбежно. Вопрос только в том, какой ценой. Вот и все. И А, я возвращаюсь к Трампу, кстати. И Трамп, такой фактор, как Трамп, там и другие, они, конечно же, безусловно, для нас инструменты и возможности закончить это раньше, разными способами. Поэтому мы так на это все надеемся, так в этом всем участвуем и так в этом всем коммуницируем. Вот и все. Артем, если посмотреть на состояние дел в Украинской Православной Церкви, Да. священников бусифицируют, э, принимают, отпускают, кого-то не отпускают, кто-то едет в учебку. И это выглядит как новый механизм, да, то есть Да, да, расчленение да. Украинской Православной Церкви и, Да. соответственно, других, скажем, последующих действий. То есть где не получается отобрать храм, где не получается переписать его, где не получается, собственно, переубедить людей, действуют вот таким еще методом. Это как-то последние пару месяцев такое, да, движение пошло. Видно, что это определенная программа, да, и заказ на эти действия. Что вы скажете по поводу этого? И если, всегда же есть действие, противодействие, там, какое-то противоядие, но, кажется, против этого уже, против лома нет приема. Я вам скажу, как и говорил ранее, дорогой Александр, и вы это знаете, и вы в это верите, как верите в себя, в свою работу, и поэтому все получается. Э, Православие в глобальном смысле, православную церковь в Украине запретить, закрыть невозможно. Это, как знаете, как крепкая истинная идея, только настоящая, реальная, всеобъемлющая и навсегда, вездесущая, святая. Это первое, в общем. Идем дальше. Ну, а дальше, скажем так, вы знаете историю о том, что забронировали от мобилизации абсолютно всех участников религиозных объединений, даже всяких незначительных, маленьких, которые как бы только и создались для того, чтобы в будущем иметь возможность сказать, что я верующий и не могу воевать. Вот, разные сомнительные, забронировали всех. Но при этом показательно выкинули из этого списка представителей Украинской Православной Церкви. И, конечно, да, вы правильно сказали, правильно отметили, новый этап, скажем так, гонений и уничтожения Украинской Православной Церкви начался именно с этого момента. Ежедневно воруют наших священников, ежедневно воруют наших монахов. Они находятся кто в ТЦК, кто уже в военных частях, в учебке, скажем так, кого получается отбивать, кому получается самому как-то выйти из этой ситуации, кого-то забирают. В общем-то, пока это такой хаотический процесс, но ежедневно, целенаправленно, системно по личному приказу Зеленского наших священников, монахов мобилизируют, то есть воруют попросту и доставляют в ТЦК. Это, да, это инструмент. Да, это реальный инструмент для того, чтобы расшатать нашу целостность, для того, чтобы выбить почву из-под ног, так же, как и в тюрьме сидит владыка Арсений, это то же самое. То есть, да, это пастыри, которые окормляют и прихожан, и монахов, и священников других, то есть укрепляют их в своем положении, вере и так дальше. Да, это возможность выбить почву из-под ног. Они этим сегодня занимаются, не брезгуя никакими методами и способами. Теперь идем дальше.
Также и садят в тюрьму продолжают, и уголовные дела заводят, и другие способы. Идем с вами дальше. Мы с вами сегодня возвращаемся к вопросу, о котором говорили ранее, о том гражданском противостоянии, которое назревает. И вот, например, Черновцы, собор. Один собор в одном городе. СБУ дает Зеленскому записку о том, что на сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы захватить собор в Черновцах. Зеленский дает на это добро. Утром, на рассвете, приходят в собор, ломают замки, заходят, заезжают на инвалидных колясках с оружием, бьют батюшек, бьют монахов, бьют прихожан, бьют бедную женщину, которая мыла пол в храме, заходят туда, оккупируют территорию храма. Вот, с ними в сотрудничестве находятся полностью полиция, СБУ, все это контролирует. Более там 100 человек просто молодежи, ну просто беспредельщиков насобирали за те копейки. И вот они этим занимаются. Полиция их защищает. Мэр города у себя, значит, публикует ответ о том, что, скажем так, крепость взята, мы победили, храм забрали. Зеленскому идет сигнал: Владимир Александрович, миссия выполнена, готовы идти дальше. Но что мы видим, что происходит дальше? А дальше происходит то самое гражданское противостояние, выраженное в одном городе. В храм начинают съезжаться просто местные жители, прихожане этого храма, которые там молятся. Это сотни людей, мужчин и женщин, которые вступают в противостояние с полицейскими, с этими захватчиками. На протяжении получаса в город приезжают люди из других регионов, еще сотни людей. На протяжении часа в городе уже 1000 людей, которые защищают свою святыню. Через 1,5 часа полиция просит у людей вывести захватчиков из храма и устраивает им коридор. В офисе Зеленского истерика, план не удался. Гражданское противостояние режиму проявилось в одном городе. И Клименко, черт этот мусор, который сегодня министр внутренних дел, он гарантирует Зеленскому, что нам все равно, мы всех закроем, всех побьем, все будет хорошо. Он получает, так скажем, первую красную карточку, и он не справился с задачей Зеленского по усмирению, скажем так, граждан в стране. И это всего лишь на примере одного города. Задача Противостояние произошло. Задача какая? Уничтожение церкви? Зачем ему это? Ну, вот смотрите. Я вам скажу, сейчас. Рукоплескание, там Трамп к нему по-хорошему, он вот это все, то есть деньги дают, на оружие дают, вот этот дефицит закрывают, там 35 миллиардов до конца года. То есть воюй не хочу. Церковь причем. Почему Зеленский уничтожает церковь? Есть фундаментальные, важные, связующие, духовные, святые, жизненные вещи, которые связывают тех самых людей одной крови и одной веры. Это наша память, наша история и наша вера. Это системное уничтожение памяти, которая нас связывает и которая нас объединит в будущем. Уничтожение праздников, переносы праздников, уничтожение памятников, отмена празднования, уголовное преследование за прослушивание русской музыки, уголовное преследование за празднование этих общих праздников, да, вера одна. То есть задача Зеленского в этом вопросе, как и с запретом праздников, запретом русского языка и так далее, это выбить почву из-под ног и выбить эти фундаменты, которые объединяют один народ, сегодня разделенный. Это самая основная задача. То есть он хочет выйти на такое выжженное пустое поле, где
коллективный Зеленский будет диктовать свою миссию, свое направление, то есть создание из Украины, как мы с вами уже ранее говорили, не просто антироссии, еще с элементами другого общества, других граждан, другого государства, а чистое выжженное поле, где от мала до велика все будут преследовать идею, миссию Зеленского. Вся страна антироссия, вся страна инструмент по подавлению России, вся страна ЧВК против России, Белоруссии, неважно. Сегодня это, завтра найдут другое противостояние. Это не суть. Просто военное формирование. Поэтому это главная задача Зеленского в уничтожении церкви – это как раз уничтожить идею, уничтожить общность, уничтожить то, на чем строится и будет строиться наш будущий мир, наше взаимодействие, наша память и наша история. Это он выполняет, этому мы свидетели. Но я сразу скажу, Александр, что это невозможно, это можно начать делать, это можно ярко устроить какое-то, устраивает с кровью, с поломанными ребрами у священников, у монахов, с избитыми женщинами и так далее. Но уничтожить это невозможно. Вот. Поэтому падение и этого режима, как режима Гитлера, как режима Пол Пота и других пятых-десятых, это неизбежно. Неизбежно. Вот и все. Поэтому идею и это самое. Почему закрывать церковь? Да потому что это возможность возвращения к нашим предкам, к нашим корням, к нашей истине и к истинному миру. Вот и все. А истинный мир возможен только во Христе, только в мире, только в любови. Вот. И, конечно, это никак, это прямо противоречит миссии Зеленского, коллективного Зеленского. Я хочу отметить коллективного Зеленского, потому что это Зеленский, его окружение, плюс огромное количество специфических групп на Западе, которые этим манипулируют и этим занимаются. Вот и все. По поводу бусификации. Сейчас уже там пишут, что смотрите, сейчас воюют на передовой, в штурмовых действиях участвуют только бусифицированные. По-моему, в Кривом Роге там блогер сначала снимает видео о том, как пакуют, а потом сам уже снимает себя на полигоне. Мужчина, да, то есть все уже, типа, время изменилось. То есть мы понимаем, что этот механизм крутится, кровавый механизм ужаса, вот это крутится, людей загребают в таких очень больших количествах, замазывая всех, не то что кровью, но имеется в виду вот в этом процессе. То есть полиция уже это, мы понимаем четко, что если там на трассе Киев-Чоп летит на бешеной скорости, сбивает человека, даже не притормозил, да, то есть полицейский в машине, Да. то есть в этой, то уже все понятно, то есть это отношения. Люди противодействуют, если там получится кого-то отбить, отбивают, если не получится, ну что ж, как говорится, и все больше людей проходит через вот это горнило, да, горнило пикселя, горнило ВСУ и этой войны. Интересный, кстати, это источники, это у себя Диана Панченко написала, да, о том, что у нее там друзья в прокуратуре говорят, что 300 тысяч человек, дел по СЗЧ. И там говорят, мы не можем это расследовать физически. То есть, извините, это невозможно. То есть, это означает, что там каждый условно третий, да, он, убегает. Да, да. И получается, что не будет хода этим делам. Они там написали на бумажке, внесли в реестр. И дальше это невозможно расследовать. Колоссальные масштабы. Такое ощущение, что всю Украину пытаются замазать кровью. Да. Как вы думаете, как вам все-таки кажется? Потому что сейчас вот разгорелась вот эта история с тем, что вот женщин не будут выпускать. Потом сказали, нет, вы что, это фейк. Мол, не верьте. Эти слова приписывают якобы Стефанишиной, которую там прочат, да, она министр юстиции, там, да, вот ее там, собственно, на нее ссылаются. Какие нам ждать, вот всем украинцам, изменения
в ближайшее время, потому что, я так понимаю, лето довоюют как есть, да, на духе потужности, а дальше режим Зеленского будет существенно, ну, скажем так, менять правила игры. Ну, понятно, в какую сторону. Я не хотел бы это говорить, что сейчас буду говорить, но все же ждать нужно худшего. Потому что, конечно, при сохранении режима, при сохранении Зеленского у власти, при сохранении Зеленского на Банковой, ну, Александр, красных линий нету, ограничений нету. Поэтому, когда мне задают вопросы, а будут мобилизировать женщин? Конечно, будут. А будут ли мобилизировать 18-летних? Ну, конечно, будут. Ну, сегодня мобилизируют абсолютно всех. Мобилизируют уже сегодня 18-летних. Я об этом говорю уже давно. Их мобилизируют, их заводят в подвалы ТЦК, над ними проводят определенную психологическую работу, и они как бы сами идут на фронт. Ну, хотя эта психологическая работа и даже наркотические средства не работают очень долго, и они, понятное дело, несут мало эффекта на линии фронта. Вы же могли обратить внимание, что многие руководители, так скажем, добровольческих объединений, они говорят, а у нас 18-летние воюют, там нормально и все остальное. Это те самые 18-летние, которых украли, провели с ними психологическую работу, напичкали их наркотиками и отправляют их на линию фронта, на так называемые мясные штурмы, вместе с теми инвалидами и стариками, которых также украли. Поэтому сегодня на улицах каждый день при попытке похищения мужчин женщин бьют, взрослых женщин, бабушек, дедушек бьют, детей бьют, детей в машинах самих оставляют, а отца забирают, оставляют. Нету красных линий, поймите, Александр, не существует. Поэтому задавать вопросы о том, что будет завтра, можно ждать от режима, все что угодно. Сегодня домой приходят, забирают мужчин, выламывают двери, калитки, приходят. Сегодня происходит уже все. Тела погибших наших солдат-героев привезли. В мусорник их под забор закопайте. Никакой чести, никакой памяти. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в этой части. Мобилизировать будут всех, это неизбежно. Если вектор не поменяется, власть не поменяется, режим не сменится, Зеленский будет мобилизировать всех. Дальше. Что же касается на такой уже большой плановой истории уменьшения влияния помощи Соединенных Штатов на ситуацию в Украине, уменьшения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, усиление процессов, хоть и таких легких, но все же усиление процессов военных со стороны Российской Федерации. Это, конечно, отчетливо видно по линии фронта, это видно по общему такому социальном, психологическом состоянии в нашем обществе и в российском обществе, то, конечно же, здесь важно отметить, что, скажем так, на помощи, которую предоставляет нам только воинственная часть Европейского Союза, ну, откровенно говоря, мы далеко не уедем. И это нужно понимать, это объективно нужно себе давать отчет о том, что, конечно же, этот период сейчас лето, осталось 2 месяца, сентябрь еще, он только, к сожалению, усугубит наше положение, усугубит нашу ситуацию, мы потеряем еще больше наших жизней, и военных, и гражданских, а режим будет продолжать выполнять свою миссию. Вот эта вся история о том, что мы создадим какое-то нереальное количество дронов, нереальное количество какого-то еще вооружения в этих гаражных ВПК между жилыми домами и так далее и тому подобное. Это все полная чушь, полный бред. На этих, во-первых, их никто не делает, это деньги только воруют, а во-вторых, на этих дронах, на этих ракетах, этим оружием еще нужно кому-то пользоваться, а людей нету. Вот это конкретная история, я сейчас расскажу про ВПК гаражные. Вот 2 моих товарища, вам конкретный пример, 2 моих друга. Один живет возле моря, один живет в центре. Один Одесса, говорит, да. да, один живет в Одессе, один живет в Киеве. Угу. И вот один мне говорит, 30 дронов в одно место в соседний склад. Он рассказывает, что там было. Густонаселенный район. Другой мне говорит, брат,
40 попаданий в одно место. 3 не попали, рассыпались по домам. Живой щит, получается. Об этом Зеленский говорит. Он говорит: друзья, эвакуации не будет. Если я сделаю эвакуацию, русские быстрее захватят наши города. Поэтому сидите дома, гуляйте в парках. Я построю гараж ВПК у вас под домом, и русские не будут туда стрелять. Ну, а если стрелят, ну ничего страшного, ну погибнет там 5, 10, 15, 20 человек, ну пару детей. Мне будет с чем приехать к Трампу, к другому там какому-то лидеру с какой-то информацией. Вот и все. Сегодня это наша реальность. Поэтому мы с вами должны искать любые возможности для того, чтобы каждый день имели мы с вами мы с вами должны искать возможности для завершения этого, понимаете? Потому что лучше не будет. С Зеленским лучше не будет. И тут даже, знаете, даже дело не в самом Зеленском, а, наверное, в общем-то в режиме. Потому что уже я так слышу, что есть определенное разделение, что по типу Зеленского мы спишем, как уже, скажем так, просроченный продукт, а режим продолжит свое существование. Поэтому здесь, конечно же, задача наладить прямую коммуникацию Киева с Москвой, реальной власти в Киеве с реальной властью в Москве. Сегодня Украину, чтобы вы просто понимали, это не интерес Украины, когда переговоры ведет Москва и Вашингтон. Это не в интересах Украины. Помните, я с вами давно уже говорил о том, что на войне в Украине, вот почему сюда подключаются разные группы, там Турция, там еще кто-то, мы вам поможем, мы вам предоставим площадку и так далее. Ну, это такие шкурняки. Это возможность поучаствовать на крови, возможность поучаствовать в разговорах, возможность заработать каких-то денег и так далее и тому подобное. Поэтому наша задача перенести переговорный процесс с Москвы, Вашингтона, в Москву, Киев, с реальной властью, это будут реальные переговоры. Сегодня, на сегодняшний день уже процесс абсолютно реальный. И он поставил в тупик, на самом деле, и Вашингтон, и сегодняшних представителей Киева пункт меморандум. Меморандум, помните, последней переговорной группе с Турцией Москва предоставила меморандум, раздел 2, вариант 2 о прекращении огня, о не передислокации войск, о возможности невыхода войск из Запорожской, Херсонской области, ВСУ, я имею в виду, о остановке огня и о проведении выборов. То есть сегодня предоставлены более чем реальные условия. Конечно, они будут... Ну, об этом, видите, как не говорят. То есть я пытаюсь как-то тоже проанализировать, потому что, ну, во-первых, сейчас вы правы, тупик. Даже Песков вчера выходит, говорит: слушайте, нет, все. Ну, то есть коммуникации по меморандумам нет. То есть мы же как думали? Выкатят меморандумы обе стороны, а потом приходить будут к общему знаменателю. Все, этого нет, потому что это действительно тупик. Но об этом же, видите, не говорят. Конечно, не говорят. Да. Хотя вот в этом втором варианте, при выборах, при вот этих всех моментах, не надо отдавать территории, не надо отдавать Запорожье, не надо отдавать Херсон, не надо выводить войска за то, что Россия называет конституционными своими областями. Все, то есть это совершенно другая реальность. И об этом все молчат. Все говорят: Россия выкатила страшный ультиматум, который там неисполним. Неисполним кем? Властью, которую хотят переизбрать. И все как бы зашили рты и вот смотрят, как по Совету Европы гуляет Зеленский, а ему аплодируют привезенные тетки. Совершенно верно. Это невыгодно, это невосприимчиво для коллективного Зеленского. А эти пункты на сегодняшний день абсолютно реальны. До того, как этот пункт появился, я об этом писал у себя в Телеграм-канале, я писал письма, я говорил о том, что это такой триггер, это пункт, который не устраивает ни Украину, ни Россию, и Россия внесла это. Вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Но, вы правильно сказали еще раз, это ввело в определенный тупик как Вашингтон, так и сегодняшние представителей киевской власти. Артем Дмитрук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам.
Друзья, пишите в комментариях, что думаете, поставьте лайк или не ставьте лайк, но реагируйте. Но в любом случае, Артем Дмитрук, телеграм-канал, интересуйтесь, заходите, ссылка есть в описании к этому видео. Там проще найти и ролики в Ютубе, и, соответственно, общение, варианты, да, вот, скажем так, общения с Артемом непосредственно. Благодарю всех за внимание, всем добра и света. Увидимся.